Приветствую всех путников, зашедших на это видео. Сегодня мы вспомним о легендарной игре нашего детства Angry Birds. Думаю, каждый в нее играл. Эта игра, можно сказать, поменяла мобильный гейминг, громко заявила о себе сначала в App Store, а позже и на других площадках. В этом видео мы поговорим об истории создания, самом пике гигантской франшизы игр и что сейчас происходит с Angry Birds. Поехали! Начнем с самых глубин, а именно с предыстории. В 2003 году трое студентов Хельсинского технологического университета, что находится в Финляндии, принимали участие в конкурсе разработки мобильных игр на фестивале Assembly, который ежегодно проводится в Финляндии. Мероприятие спонсировали Nokia и HP. Там они победили с многопользовательской игрой King of the Cabbage World. Ныне игра называется Mall War. Весь геймплей игры заключался в том, что два крота, находящиеся на грядках, кидали в друг друга взрывающиеся овощи, а нижняя часть игры состоит из сети туннелей, в которых игрок должен скрываться от летящих в него овощей. Игра была продана студией Sumea, которая владеет Digital Chocolate. Это те самые ребята, которые выпустили Tower Blocks на кнопочных телефонах. Это была одна из самых первых игр, которые я вообще играл на мобильном телефоне. Возвращаясь к тем самым студентам, после того, как их игра обрела успех, они основали свою компанию под названием Reload. Поначалу компания разрабатывала хардкорные игры на Java, о которых никто ничего уже и не помнит. Но в основном к Reload стали поступать большие заказы на разработку от гигантов игровой индустрии. Серия игр Need for Speed, Burnout вышли на мобилки благодаря финнам. Очень туго у них выходило с сольными проектами. Позже, в 2005 году, они меняют свое название на всем нам привычное Rovio. А в 2008 году они разработали игру Bounce Tales. Многие помнят эту легенду на своих Nokia, ведь именно там Bounce была предустановлена. Да-да, Bounce — это серия игр. Rovio разработал также еще несколько частей Bounce, даже на сенсорный телефон с управлением стилуса. К сожалению, эти игры остались только на Nokia, и ни один ремейк из Play Market и App Store не является официальным. And we are calling it iPhone. После выхода iPhone, Rovio, как и многие мобильные разработчики того времени, пробовали выйти на новый для себя рынок мобильных приложений App Store. Денег у компании было только на одну игру. Яко Исала на тот момент был единственным дизайнером Rovio. У них были поставлены несколько задач: сделать ярких и запоминающихся персонажей, простой геймплей, короткие игровые сессии, охватить большую массу игроков и сделать большую ставку на тачскрин. Но что именно делать, они не знали. Концепт был дан один: задействовать реалистичную физику и артиллерийскую стрельбу. Сначала они подумали сделать в игре не рогатку, а пращу или катапульту, но остановились все же на простом и каноничном нам решении. У дизайнера Яка всегда получалось рисовать животных, потому он сел за компьютер, зашел в Photoshop и нарисовал группу птиц с клювами, телом округлой формы и злобными бровями. Так он реализовал идею сердитых птиц. Он любил рисовать поросят и птиц лет с 10, поэтому теперь они являются героями игр. Однажды он и сидел и думал, как же необычно, но в то же время и просто нарисовать птиц. Так он и сделал стайку птиц толстыми и бескрылыми, а на самом первом рисунке они были и вовсе без клювов. Наброски очень понравились всей команде. Они вызывали у них одновременно и симпатию, и недоумение. Почему эти птицы такие странные? На том самом первом наброске был Red, который позже станет символом злых птичек и одним из самых узнаваемых игровых персонажей. А почему все же свиньи? После недолгих раздумий выбор пал на свиней. К свиньям все относятся как к грязным животным. В то время в мире как раз бушевал свиной грипп, и выбор этих персонажей стал своеобразной отсылкой к нему. Именно поэтому свиньи в игре зеленые и имеют болезненный вид. Ну а злость птичек разработчики обосновали тем, что свиньи похищали их яйца, чтобы поесть яичницы. Все персонажи должны были быть очень простыми. Главный персонаж Ред был хмурый и красной птицей, а всех свиней он сделал зелеными. Свиньи должны были воровать у птичек яйца и укрываться за своими сооружениями. Исправление багов и корректировка игры заняло у Rovio около 8 месяцев. Из-за нехватки средств многие статьи расходов пришлось сократить. После создания концепта они приступили к озвучке игры. Так как у компании не было денег на озвучку, они решили озвучить ее самостоятельно. Чтобы воссоздать реалистичное хрюканье, финнам понадобилось только микрофон и ящик с пивом. Игра была готова. Тестированием занимались только друзья, родственники и сотрудники компании. Так как, опять же, у них не хватало денег даже на тестировщиков. Людей просто было не оторвать от запуска птиц по хрюкающим зеленым мордам свиней. Главный исполнительный директор Rovio Никлас Хэт рассказал, как дал поиграть в Angry Birds своей маме, которая никогда не любила мобильные игры. Он думал, что она отложит игрушку в сторону через 5 минут, но она так увлеклась, что спустя час она все еще продолжала играть. Тогда-то они и начали понимать, что это будет успех.
Наконец, 10 декабря 2009 года в App Store вышла Angry Birds. Она быстро заняла первое место в топе платных приложений, но только в Финляндии, а позже потихоньку и в соседних европейских странах, но не на американском рынке. Поэтому Rovio начинает сотрудничать с крупным издателем Chillinga. Сами Chillinga позже добавили в игру кувыркание птиц при ударе об землю и пунктирные линии после выстрела птицей, а также некоторые другие эффекты. 20 декабря издательство Chillinga приобрели EA. Сумма сделки превышала $20 миллионов. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Rovio. Один из работников, Питер Вестербака, заявил, что Angry Birds не будет принадлежать Electronic Arts и иметь какие-либо дальнейшие связи с Chillinga. Игре более не нужны издатели. До этого они ни разу не тратили денег на рекламу и маркетинг игры. По их словам, это работало как сарафанное радио. Цитата: «У нас не было миллионов долларов на рекламу, поэтому мы рассказывали об игре на сайтах, в блогах и в Твиттере. На рекламу мы не тратились. Уже позже пошла реклама Angry Birds, но за нее платили другие». Конец цитаты. И уже в начале 2010 года Angry Birds покоряет самые сочные рынки США, Германии и Великобритании. И в птиц начинают играть абсолютно все. Уже к первой годовщине была установлена на 50 миллионов смартфонов. Ее появление на Android ждали все владельцы устройства. И за первые же сутки после выхода ее скачали более миллиона раз. Так Rovio становится всемирно известной компанией, после чего целиком и полностью переключается на поддержку и развитие только одной своей игровой серии – Angry Birds. После такого успеха финны привлекают огромное количество инвестиций и начинают расширять свою франшизу во всевозможные стороны. Они выпускали разные продукты под своим названием, о которых мы поговорим чуть позже. До того, чтобы дорасти до создания Angry Birds, нам понадобилось 6 лет и 51 выпущенная игра, сказал исполнительный директор Rovio Питер Вестербака. Да, Angry Birds это 52-я игра студии. Тяжелый труд всегда вознаграждается. Дмитрий Медведев, который на тот момент являлся президентом России, поблагодарил создателей игры Angry Birds Питера Вестербаку и добавил, что сам наблюдал, как чиновники в рабочее время увлеченно играют в эту игру. Откуда появилась та самая узнаваемая мелодия из игры? Ее подсказали утки. Написанием музыкальной темы для злых птиц занимался Ари Пулкин. Ари, прости, надеюсь, я правильно произнес. Для работы он уединялся в собственном домике в небольшом и живописном финском городке Пумала. Он сразу понял, что мелодия должна быть простой. Композитор сходу нашел комбинацию из 3 нот, но дальше ничего не заходило. Он никак не мог придумать что-то поистине хорошее. Поэтому решил сделать перерыв на лодке по ближайшему озеру, где он увидел стаю диких уток. Именно их кряканье подсказало недостающие элементы мелодии. Rovio часто продавали права на производство разных вещей по Angry Birds. Помните же ту газировку? Она в свои годы обогнала Coca-Cola и Pepsi в Финляндии. Состав, конечно, был далек от идеала, да и вкус особо примечательным не был. Под брендом выпускается большое количество разнообразных товаров. Зубные щетки, велосипеды, одежда, игрушки, постельное белье, духи, мелкая электроника и многое-многое другое. Rovio даже заключала контракт с гонщиком Формулы-1, чемпионом мира 2007 года Кими Райконеном. Также был крупный контракт с английским футбольным клубом Эвертон. На их форме была символика Angry Birds. В марте 2013 года Rovio начала создание мультсериала по мотивам Angry Birds, Angry Birds Tunes, а уже сейчас по мотивам злых птиц вышло 2 фильма и ожидается 3. Разработкой первого фильма занималась собственная студия Rovio, Rovio Animation и Columbia Pictures, а во втором Columbia Pictures была заменена на Sony Pictures. Мультфильмы получили смешанные отзывы от критиков, но по цифрам сборов ясно, что они в целом довольны фильмами. Бюджет первой части составил $73 миллиона, а сборы чуть свыше $352 миллионов. Сейчас Angry Birds это огромная франшиза, в которой вышло более 30 игр. Игра выходила даже со специальной версией на PSP. Кстати, об этой портативной приставке у меня уже есть видео на канале. После классической вышла Seasons, в которой менялись времена года. Выходила Angry Birds Rio по одноименному мультсериалу. Выходила версия специально для Facebook Angry Birds Friends, которая позже перекочевала и на мобилки. Они заключали даже контракт с Lucasfilms и вышли 2 части Angry Birds Star Wars. Также она занималась
занималась издательством, и выходила игрушка под названием Tiny Thief. Была очень увлекательная игра, у меня до сих пор осталась на стареньком iPhone 4s. Жаль, что она была удалена со всех площадок. Выходила Angry Birds Go, который очень похожа на Mario Kart, но на мобилках. Кстати, Сигару Миямото, создатель Mario, The Legend of Zelda и глава отдела геймдизайна Nintendo, заявил, что в мире не так много игр, в которые он часто играет, и которые полностью его поглощают. И он даже сожалеет, что игру создал не он. В других игр серии тоже менялся концепт, примеров таких как Angry Birds Pop и Blast, а в 2015 году вышла вторая часть Angry Birds, в которой появилось небывалое количество донатов для данной серии. Игры до сих пор очень часто играют, поэтому карман Рови очень долгое время не будет пустеть. Две самые последние игры, вышедшие на данный момент, то есть 2022 года, это Angry Birds Reloaded, вышедшая только на iOS устройствах в рамках подписки Apple Arcade, и Angry Birds Classic, переработанная первая часть игры для тех, кто любит поностальгировать. Хоть пик славы Angry Birds уже прошел, но очень много людей продолжает играть в эти игры. У Rovio огромная фан-база, которая навряд ли даст ему тонуть в нищете. Я надеюсь, что это видео было интересным. Если да, то поддержите его лайком. Это много для меня значит. Если вы хотели что-нибудь добавить или поделиться впечатлениями, пишите в комментариях. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем здоровья. Пока-пока.